Всех приветствую на своем канале. В прошлом видео я утеплил фундамент, а он же цоколь дома, экструдированным пенополистиролом в 100 мм. Наконец-то можно официально заявить, что с фундаментом все работы выполнены, и пора переходить к возведению стен. Первым делом необходимо проверить перепад высот фундамента по всем углам. Выяснил, что разница всего в 5 мм. Честно говоря, я не поверил своим замерам и сделал еще парочку. Те же самые 5 мм. Приятно осознавать, что 2 месяца работы с фундаментом выдали такие четкие результаты. Так, получается точки 12,5, 12, 12,5, 12, 12, 12,5. Итого получается всего лишь разница в 5 мм по всем углам. Следующий и обязательный этап, используя рубероид, сделать отсечку между капиллярным подсосом влаги из фундамента и стеновых блоков. Если забыть про этот момент сейчас, то в дальнейшем эту ошибку уже не исправить, и стены будут всегда мокрые. Идеальным решением было бы приклеить рубероид к поверхности фундамента, но в тот день был сильный ветер, и моя газовая горелка отказывалась работать мне во благо. Расстелил рубероид без прогрева. Используя нитку, она же причалка, выставил угловые блоки. Как я бегал 2 часа, выравнивая углы, думаю, никому не будет интересно. Поэтому покажу конечный результат. Проектные размеры стен должны совпасть как по ширине, так и по длине. Не забываем про ровные диагонали. Я изначально блоки на палетах внутри дома сложил так, чтобы можно было промерить диагонали. Разница диагонали у меня получилась 5 мм. Еще несколько раз проверяем и только потом переходим к следующему этапу. Ведь первый ряд он самый важный. Размешал раствор. Использовал готовый в мешках. Чуть дальше покажу марку. Высота шва должна составлять от 1 до 2 см. Блок предварительно смочил водой, чтобы увеличить адгезию, иначе керамзит очень быстро высосет всю влагу из раствора. Угловые блоки в обязательном порядке пробивал лазером.
все блоки должны быть в одной плоскости. Надеюсь, камера передает зеленый луч. Через день, когда раствор высох, натянул причалку. Причалка не должна касаться блока. Зазор должен составлять примерно 1-2 мм. Смочил все блоки. Кладкой занимаюсь первый раз в жизни, соответственно, опыта нет вообще. Поэтому суетился с каждым отдельным блоком. Нужно выровнять и по горизонтали, и по вертикали, и по отношению к предыдущему блоку. Сын убирал остатки раствора и подбадривал меня как мог. Для себя сразу решил, что блок буду равнять по внешней стороне дома. Внутренняя часть в любом случае будет оштукатуриваться, а на внешнюю пойдет утеплитель. Сам блок ровный, привезли вообще без сколов. Брак составил 0%. Одна сторона готова. Многие, конечно же, спросят, почему не использовал газобетонные блоки. При газобетоне необходим идеально неподвижный фундамент. Любой угол наклона даст трещину в стене. Также много усилий уходит на выравнивание каждого ряда. Он хрупкий и имеет низкую прочность на изгиб. Фиброблоки прощают многие ошибки, как мне, самостройщику. Они имеют достаточную прочность на сжатие, чтобы строить многоэтажные здания. Фибра также дышит, не боится сырости и химикатов, не содержит вредных соединений и не плесневеют. Он имеет хорошие показатели теплопроницаемости. Прежде чем сделать выбор в ту или иную сторону, я хорошо изучил этот вопрос и сделал для себя соответствующий выбор. Сразу собираем внутреннюю перегородку. Ширина блока 200 мм. На него будут опираться балки перекрытия и упор крыши. Керамзитный блок пилил 230-м алмазным диском.
Делал разметку со всех 4 сторон, а сердцевину срубал топором и молотком. Скол выравнивал шлиф машинкой. Получалось достаточно ровно. Раствор на второй ряд наносил по шаблону. Взял арматуру 14 диаметра и по ней накладывал ровный одинаковый слой по всему периметру. Шаблон значительно сокращает время выравнивания каждого блока. Блок FIBA 300 мм, 3 мегапаскаля. Торец блока пазлообразный. При монтаже нет необходимости наносить вертикальный слой раствора, что экономит время прикладки. Армировать ряды необходимо биарматурой. Арматура идет или над первым рядом блоков, или в каждом пятом ряду для стен из блоков 200, 250, 300 мм, или в каждом четвертом ряду, если ширина блока 100 или 150 мм, или в предпоследнем ряду под перекрытием или другой нагрузкой. Для себя свой дом решил армировать каждый третий ряд. Нет необходимости наносить раствор на всю плоскость блока. Наносил двумя внешними линиями шириной по 7-8 см, а внутри остается пустота, что экономит расход раствора и создает внутреннюю прослойку воздуха, которая влияет на терморегуляцию дома. Для работы с блоками использую готовый раствор компании Weber M100-600. Он на цементной основе, выдерживает прочность нажатия 10 мегапаскалей. Идеально подходит для надежной и прочной кладки несущих конструкций.
Забыл вытащить металлическую арматуру, он же мой шаблон. А я сразу не понял, почему не мог выставить блок по уровню. Налетели мои помощницы. В некоторых местах стыковать блоки идеально друг к другу не получалось. Соответственно, образовывался зазор в пару миллиметров. Может, это и допустимое значение, но меня это не устраивало. Поэтому образовавшиеся щели запенивал монтажной пеной. Вот детки и приехали срезать излишки пены. Каждый второй ряд анкеровал 6-мм арматурой к основному дому. Перевязку блоков по понятным причинам здесь не сделать. 2 прутка арматуры решит этот недостаток. Старые блоки также идут в повторное строительство. Они, конечно же, после демонтажа не идеальной формы, но на подрезку самое то. В каждом ряду у меня 7 подрезок. Это очень много. И очень много уходит времени на подрезки. Проектируйте дома сразу с минимально возможными подрезками. Угловые блоки каждого ряда отбивал по лазеру. Днем на солнце луча, конечно же, не видно. Спасает приемник для нивелира. Отдельное внимание стоит уделить поясу, а он же корсет на моей пояснице. Консультировался с врачом, как максимально упростить жизнь поясницы при постоянных нагрузках. Врач настоятельно порекомендовал жесткий корсет с металлическими вставками на спине. Они удерживают поясницу в прямолинейном положении, что существенно снижает риски повреждения позвонков. Двухсотый блок после 300-го кажется пушинкой. Работать им одно удовольствие.
За месяц работы подняли 5 рядов, работают только по выходным. Установили строительные леса. Как их собирал, не стал снимать. Тут ничего сложного и интересного. А от дождя кладку накрывал пленкой. В следующем видео установлю самодельный кран, который поможет поднимать блоки на верхний ярус. И, конечно же, продолжим кладку первого этажа дома. Спасибо за просмотр. Встретимся в следующих видео. Обязательно пишите ваши советы. Ну а пока, всем пока-пока.